Всем привет, с вами ID90. После первых видео многие спрашивали, зачем вообще нужен этот черный экран. Сегодня я отвечу не словами, а делом. Я собрал 32 программы, которые превратят ваш терминал в мощную рабочую станцию, игровую приставку и даже произведение искусства. Это мое третье видео, и сегодня я докажу, что терминал это не скучно. Нас уже больше 100 человек, и я хочу показать вам мир командной строки, в котором есть место и легендам, и полному абсурду, от которого невозможно оторваться. Hollywood. Программа, которая делает из вашего экрана рабочее место хакера из кино. Она открывает кучу окон с бегущими данными. Идеально, чтобы удивить друзей. Symmetrix. Если Голливуд для вас это слишком, вот старая добрая матрица. Можно менять цвета на классический зеленый. Это база. Бесполезно? Да. Красиво? Невероятно. Если оставить на мониторе в кафе, люди подумают, что вы взламываете Пентагон. Genect. Имитация бурной деятельности. Показывает, как якобы компилируется ядро или скачиваются секретные данные. Figlet and Toilet. Создание огромных баннеров. Я использую их, чтобы эффектно вывести название канала ID90 в терминале. FastFetch и NeoFetch – ваша визитка, показывает все, от версии ядра до модели процессора. Первое, что ставит любой линуксоид – красиво и информативно. Bitop – мой фаворит. Забудьте про стандартные системные мониторы. Bitop – это графики, температура и управление процессами в стиле киберпанк. Выглядит как панель приборов в самолете или в космическом корабле. HTOP. Для тех, кто любит классику и более строгий вид. Это ваш приборный щиток. Тут я вижу все. Загрузку процессора, памяти и какие процессы лишние. NCDU – инструмент-спасатель. Когда место на диске внезапно кончилось, эта утилита за секунды покажет, какой именно файл или папка раздулись. Спасала меня не раз. Speed-тест. Замер скорости интернета без открытия браузера. Зачем ждать загрузки сайта, если можно одной командой проверить скорость? Чистые цифры, без рекламы. Weather-in. Просто вбивайте curl, weather-in и ваш город. И получайте прогноз погоды с ASCII графикой. Быстрее любого приложения в телефоне. Midnight Commander. Легендарный синий интерфейс. Синяя классика. Две панели, как в старом добром Total Commander. Если вы перешли с Windows и скучаете по Total Commander, это ваш выбор. Ranger. Для тех, кто хочет работать со скоростью мысли. Управление как в Vim. И предпросмотр картинок прямо в консоли. Очень быстрый и современный. ACIM. Полноценные таблицы. Кто сказал, что в терминале нельзя вести бухгалтерию? Excel отдыхает. Для слабых ПК идеальный вариант для учета данных. Kava. Аудио-визуализатор. Она будет прыгать в такт басам. Очень залипательно под биты. Bonsai. Растущее дерево бонсай. Нужно успокоиться. Запустите дерево. Оно медленно растет, и каждый раз это уникальный рисунок. Pipes. Помните старые заставки Windows с трубами? В терминале это выглядит еще круче. Можно смотреть вечно. Fire. Адский огонь. Просто горящий костер в вашем терминале. Oneko. Маленькая кошка, которая бегает по экрану за вашим курсором. Привет из олдскула. Map-C. Вся карта мира в терминале. Можно найти свою улицу в любом городе и месте. И все это из символов. TTY Clock. Просто большие красивые цифровые часы на весь экран. Calcurs. Календарь и список дел. Когда нужно сосредоточиться на задачах. Inventors. Кто сказал, что в терминале невозможно играть? Space Inventors. Отстреливаем пришельцев прямо в строке. Работает идеально даже на самом старом железе. Moonbuggy. Прыжки через кратеры на Луне.
Очень простая и очень сложная игра одновременно. Бастет. Тетрис, который вас ненавидит. Он всегда дает самую неудобную фигуру. Проверка на стрессоустойчивость. 2048. Та самая головоломка с плитками, адаптированная под консоль. Нудоку. Полноценная судоку для любителей размять мозги. Нян Кэт. Бесконечный полет радужного кота. Без комментариев. Просто позитив. Кау Сэй плюс Форчун. Моя любимая фишка. Корова, которая выдает мудрые мысли. Зачем? Просто потому, что мы можем. Аски Куариум. Ваш личный аквариум, который не нужно чистить. Рыбки, дельфины и даже акулы. Все из символов. SL. Проучит вас за опечатки. Ошиблись в команде LS? Через ваш экран проедет паровоз, чтобы вы больше не ошибались. Нельзя говорить про терминал и не упомянуть две легенды – Vim и Emacs. Показывать их сегодня я не буду, это темы для отдельных, очень глубоких разговоров. Но упомянуть их обязан, так как это база и настоящие легенды. Vim. О нем ходят легенды, в нем живут годами. Люди не могут выйти из Vim годами. Это редактор, где пальцы не покидают клавиатуру. Emacs. Соперник Vim. Целая операционная система внутри редактора, где есть даже свой психотерапевт. Между фанатами этих программ идут войны десятилетиями. Выбирайте свою сторону. Зачем я это показываю? Терминал – это не тюрьма с командами, это песочница. Здесь можно и работать, и развлекаться, а главное, все это не нагружает систему. Как видите, терминал – это огромный мир. Напишите в комментариях, какая программа вам понравилась больше всего. 32 программы – это только верхушка айсберга. Не бойтесь пробовать. Начните с простых команд. Это дает чувство контроля над техникой, которого нам сейчас так не хватает. Мы приближаемся к отметке 200 человек. Спасибо всем, кто поддерживает. Это мотивирует двигаться дальше, даже когда трудно. До связи.